В небоскребе Манхэттена сиял блеск роскоши. Стены из стекла и стали отражали мерцание вечерних огней города, словно сам мегаполис склонялся перед властью денег. В конференц-зале на верхнем этаже пахло дорогим табаком и кожей новых кресел. За длинным столом сидели 4 руководителей, мужчины в безупречных костюмах. Их наручные часы блестели ярче люстры над головой. В их взглядах было самодовольство тех, кто привык измерять ценность людей банковскими счетами. Во главе стола восседал седовласый миллионер Дэниел Колдуэлл, хозяин этого небоскреба и многих других. Его фигура излучала уверенность, а каждое движение руки говорило о власти. В его мире все вращалось вокруг него, словно он сам задавал ось, на которой держится планета. У двери, будто чужая среди этого блеска, стояла беременная уборщица в синей форме. Мэри держала в руках тяжелый мусорный пакет. Ее желтые перчатки блестели от влаги. Она привыкла быть тенью, тихой, незаметной, растворяющейся в стенах. Но сегодня ее присутствие стало поводом для насмешек. Слова, сказанные руководителями между делом, прозвучали слишком громко, словно ударили по самому сердцу. Для них она была лишь частью интерьера, обслуживающей фигурой, которую можно не замечать, а если заметить, то только чтобы унизить. Мэри опустила глаза на живот, и что-то внутри нее дрогнуло. Там билось сердце ее ребенка, будущая жизнь, ради которой она работала ночами и по утрам вставала снова. И в тот миг она поняла, если промолчит, то передаст своему сыну или дочери самое худшее наследство – урок подчинения. Она выпрямилась. Ее голос прозвучал неожиданно спокойно, но за этой тишиной стояла сила. Она произнесла слова, которые перечеркнули их насмешки. Ее работа не делает ее глупой. Она знает 11 языков – французский, испанский, арабский, китайский и другие. В зале воцарилась тишина, непривычная для этих стен. Смех, который еще секунду назад звенел над столом, оборвался, словно его перерезали. Мужчины, привыкшие смотреть на мир сверху вниз, вдруг оказались загнанными в угол ее откровением. Они смеялись над женщиной, чей ум охватывал полмира, тогда как их собственные горизонты заканчивались цифрами на экранах бирж. Мэри рассказала о том, что после смерти родителей ей пришлось оставить университет и искать работу, чтобы выжить. Швабра и ведро стали ее инструментами, но знания не ушли. Каждый язык, которым она владела, был доказательством ее стойкости, ее памяти о том, кем она была и кем еще могла стать. Эти слова звучали в тишине громче любого приговора. Руководители не поднимали глаз. Их уверенность, которой они так гордились, осыпалась, как старая штукатурка. Даже Колдуэлл, привыкший говорить так, будто мир принадлежит ему, впервые не нашел слов. Мэри собрала пакет, поправила форму и вышла из комнаты. Теперь ее шаги звучали громче, чем их прежний смех. В этот момент она перестала быть тенью. Она стала напоминанием о том, что истинная сила не всегда сидит во главе стола. Иногда она выходит за дверь в рабочей форме с руками в перчатках, но с достоинством, которое не купить ни за какие деньги. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.